Детеныш гориллы оказался в кольце гиен. Еще секунда, его бы растерзали. Казалось, все уже кончено, но в этот момент появились взрослые гориллы, и дальше произошло нечто по-настоящему невероятное. Маленький детеныш гориллы беззаботно двигался по ярко-зеленой траве в лесу акаций. Он слишком далеко отошел от семьи и остался без защиты стаи. Его внимание привлекли голубые дикие цветы у края густых деревьев, и, увлеченный ими, он не заметил, как вокруг стало подозрительно тихо. Птицы замолчали. За низкими ветвями скрывались хищники. Несколько пар желтых глаз следили за каждым его движением. Ничего не подозревая, детеныш потянулся к листу и незаметно пересек границу между безопасностью и смертельной угрозой. Тишину разорвал жуткий смех. Из высокой травы появились гиены. Они не атаковали сразу, а действовали осторожно и слаженно. Хищники начали окружать детеныша, постепенно сжимая кольцо. Испуганный малыш закричал, зовя на помощь, но стая горилл была слишком далеко. Гиены делали ложные выпады, проверяя его реакцию. Он пытался защищаться, но был слишком слаб и медлителен. В какой-то момент одна из гиен бросилась вперед и вцепилась челюстями в его лапу. Укус прижал его к земле. Малыш закричал от боли, а остальные гиены начали приближаться, чтобы закончить охоту. Ситуация казалась безнадежной. Он пытался отползти к дереву, поднимая облако пыли. Гиены уже издавали свой характерный смех, знак скорой добычи. Но вдруг земля едва заметно задрожала. Хищники остановились, почувствовав приближение мощной силы. На горизонте появились гориллы. Обычно мирные, они превратились в грозную силу. Стая действовала слаженно. Крупные самцы обошли гиен с разных сторон, перекрывая пути к отступлению. Один из самцов издал мощный рев, от которого задрожали листья. Гиены поняли, что теперь они сами в опасности. Их строй разрушился, уверенность исчезла. Гориллы быстро приближались, громко ударяя себя в грудь. Гиена, удерживавшая детеныша, оказалась перед выбором – остаться или спастись. Когда огромный самец подошел вплотную, она разжала челюсти и попыталась убежать. В этот момент на место въехал джип. За рулем был рейнджер Ко, много лет наблюдавший за этой территорией. Он понял, что ситуация может закончиться трагедией. Гиены готовы сражаться, а гориллы уничтожить все вокруг. Несмотря на правило не вмешиваться, он решил действовать. Не взяв оружие, он направил джип между животными, создавая преграду. Затем он вышел и начал говорить спокойным голосом. Его присутствие остановило происходящее. Гориллы узнали человека, который защищал их от браконьеров, и не стали атаковать. Гиены воспользовались моментом и скрылись в траве. Опасность отступила. Ко осторожно подошел к раненому детенышу и, рискуя жизнью, завернул его в одеяло и отнес к машине. Через несколько недель он вернулся. Детеныш выздоровел и снова мог двигаться. Ко выпустил его у края леса. Из тени вышла стая горилл. Мать подошла первой и бережно подняла своего малыша. Это был тихий, но сильный момент. Вожак приблизился к человеку и остановился рядом. Он не проявил агрессии, лишь медленно кивнул, словно выражая благодарность. Эта история напоминает, в природе есть и жестокая борьба, и сила семьи, и место для сострадания. Иногда один поступок человека способен спасти жизнь.